Игорь Соколов был человеком, которому, казалось, улыбалась судьба. Молодой, амбициозный, умный, он начал свой бизнес с нуля и к 40 годам стал одним из самых успешных предпринимателей страны. Его особняк стоял на холме над рекой в городе Ладенвиль, с большими окнами и садом, где когда-то бегали его двое детей, близнецы Катя и Максим. Когда-то в доме царили смех, аромат свежего кофе и звон посуды, звучал голос жены Марии, любящей жизнь. Но все изменилось после трагической аварии. Мария погибла, возвращаясь с детьми из санатория. Дети выжили, но получили серьезные травмы. Потеря координации, нарушение речи и реакции на окружающий мир. Игорь словно умер вместе с женой. Он погрузился в работу, пытаясь заменить боль действиями. Десятки специалистов приезжали к детям, давали рекомендации и уезжали. Чудес никто не обещал. «Ваши дети – уникальные случаи», – сказал немецкий профессор. «Но медицина пока бессильна. Мы можем лишь облегчить состояние». Дом стал холодным и пустым, няни сменяли друг друга, не выдерживая строгости Игоря или страха перед ответственностью. Однажды осенним днем домоправительница принесла резюме новой няни, Найры из далекой страны. Она много лет работала с детьми с проблемами развития. «Думаю, стоит попробовать», — сказала она мягко. На следующий день Найра вошла в дом. Невысокая, спокойная, уверенная, она тихо назвала детей по именам и достала маленький барабан. Легкие удары пальцев создавали ровный, добрый ритм, словно биение сердца. Сначала дети настороженно наблюдали, но не отводили взгляд. «Это не просто звук», — сказала Найра, — «это жизнь». С того дня начали происходить чудеса. Она не заставляла детей заниматься по расписанию, не повторяла механические упражнения. Она просто была с ними, играла, смеялась, пела. Постепенно Максим начал поворачивать голову на звук воды, а Катя впервые засмеялась, услышав пение птицы. Найра придумывала игры: камешки, песок, ложки, листья. Все становилось уроком ощущений. Через несколько дней Игорь впервые за долгие годы услышал детский смех. Он стоял в дверях, наблюдая, как дети оживают, и понял, что чудо невозможно купить, его можно заслужить только любовью и верой. Однажды ночью Максим сделал свои первые шаги, Катя произнесла первое слово «мама». Игорь плакал, не скрывая эмоций. Найра вернула его детям жизнь. С тех пор дом Соколовых ожил. Смех, музыка, запахи выпечки, солнечный свет. Дети начали говорить, учиться, радоваться. Найра стала не просто няней, а частью семьи. Игорь понял главное – богатство – это не деньги, а сердце, которое умеет любить. Прошли годы. Игорь стоял у окна с Найрой рядом. Дети играли в саду, их смех звенел как колокольчик. «Вы никогда не жалели, что пришли к нам?» – спросил он. «Ни секунды», – ответила Найра. «Иногда судьба посылает нас туда, где мы нужнее всего». Игорь улыбнулся. Настоящее богатство – это семья, любовь и вера. Все, что было потеряно, вернулось, но в другой, глубокой форме.